Куда летим? В Турцию! Практически нету туристов, одни мы и еще пару крейзи семей. Отель не похож вообще на отель. Купите кто-нибудь этот отель и постройте его красиво. Мы пока поднимались наверх, появились тучи. И там наверху было очень классно, но скучно. Вот, а потом ты видишь, что кто-то может полететь, а ты не можешь, потому что надо было заранее договариваться. Сына нашла. Эй, привет! О, это просто жесть. Мы когда спустились с горы, пошли на пляж, и возле пляжа был ресторанчик небольшой, где в свободном доступе есть мороженое. И часто мы отпускали девочек, чтобы они взяли мороженое. В этот раз они тоже пошли, и я слышу, кричит Полина, у Сони кровь, и спускаются на пирс, выбегает Соня, и я вижу, как она держится за лоб, и она вся в крови. Руки, ноги, живот, все в крови. Я подбегаю, не разобравшись ничего, понимаю, что что-то плохо, схватаю ее, бегу в медпункт. Прибежала, она там обработала, эта медсестра, говорит, документы, пожалуйста. Я говорю, подождите, дайте пару секунд прийти в себя. Я в шоке, бегом туда. Я же не понимаю, что произошло вообще. Короче, я за документами, приезжает скорая, я сажусь с Соней, еду туда. Ну что, где ты ездила? На скорой помощи. Да, и что там? Там была кровать лежала, и там все инструменты лежали. И там говорю, виу, так сильно было громко, и у меня были усы, а потом открылась машина, и потянули кровать, а я вот так держалась за ступки. Ее зашили, а потом мне ее отдали, говорят, ну все, едьте домой своим ходом. Я говорю, подождите, а МРТ, все ж так плохо. Они, да не, все нормально, мы зашили, все в порядке. Короче, больше стресса было, чем раны, наверное, но было стрёмно, мы испугались. Ну и в итоге оказалось, что Соня очень сильно быстро бежала за мороженым. Ну, конечно, и там за рядом мороженым. стоял возле этого мороженого стол на уровне ее лба, металлический такой, очень тонкий. И она посмотрела в другую сторону и не успела. И с разгона врезалась в этот стол, короче. Тебе страшно было? Да, когда мне делали заматывали иголочкой. Зато вечером Маша с Соней приехали с больницы, со швами, с мороженым, с кучей игрушками, и все, она уже бегала, как ни в чем не бывало. У нее наоборот, ей, по-моему, что-то укололи, и у нее был какой-то прилив радости и энергии, она там бегала, танцевала и прыгала, я аж переживала. Ну еще что хотелось бы сказать, очень важно, что хорошо, что мы поехали с друзьями, семьями, что в это время могли остаться с детьми. Нам, кстати, отель потом подарили подарок в номер, принесли кучу фруктов, вино. Соня говорит, это мое вино, я его буду пить. Там мне подарили вино, там написано «Выздоравливай, Соня, ты Соня». знаешь, что такое вино? Она говорит, да, я знаю, это сок виноградный, дайте мне вина, я буду пить. Вот. Ну и вообще отель очень классный, порадовал обслуживание, и люди очень добрые, и всегда хотят сделать тебе что-то какое-то приятное. И мне там один официант учит турецкому, постоянно к нему подхожу, он мне новое какое-то слово говорит, так, давай, что это? Мераба. Мы с Вовчиком решили отправиться в очень мега экстремальный поход. Длина всей этой поездки около 20 часов. Вот, и там в 6 утра просыпались. Вроде 13, говорил. Мы где-то в 6 утра выехали, или в 7? 7, наверное. В 7. В 8 вечера приехали. вернулись, ну, Это сколько? 13. Вот что ж я без тебя бы делал. Залазим в вот такой большой аппарат. Нас очень долго везли на таком большом грузовике в горы. Первый пункт был мегаскоростной катер. Он очень крутой. Он разгонялся до 100 км в час. Катер гоняет, ребята, 80-90 км на час. И у него 300 лошадиных сил. 400 лошадей. И он резко разворачивается на 360 градусов. Это просто, конечно, улет. Ты сидишь и, короче... Ну, нам нельзя туда было ни камеру, ничего взять. В прошлом году в моем группе случилось, один человек секретный с собой взял вопрос палкой. Палка слетел. Куда слетел? Сзади сидит другой человек, это была девочка, и ее лицо очень сильно разбил. Вот, потом были джипы, куча всего, там, ну, короче, было очень экстремально.
последняя точка, нас отвезли к горной реке, и был сплав на рафтинге 13 километров, 2 часа. И очень большая команда, там было 3 большие лодки и пару маленьких каноэ. Вперед, 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 вперед! Было очень круто. Во-первых, долго, крутая чистая река. Много очень классных порогов и просто весело. Мы там в какой-то момент пытались догнать наших соседей, догоняем их, брызгаем их, и инструктор говорит: все, теперь мотаем. Чувак, который инструктор, сказал, что самый пиковый у них сезон, когда на всех рафтингах, на всех подъемах, на всех спусках у них было около 150 тысяч человек за день. Это много. Вот. Ну и, конечно, по сравнению с Карпатами, с рафтингом в Карпатах, ничего личного, но это был просто космос. Я там снимал, конечно, с айфоном этим и под водой, и над водой, и везде. Хотели покататься по морю, и было 2 варианта. Либо мы берем катер, дорогой, но это будет классный вариант. Очень классный вариант, но он дорогой, и он только для нас, и мне казалось, что нам будет скучно. Или мы на берегу видели красивый пиратский корабль, и дети: вау, пиратский корабль, и мы такие: нет, ради детей мы не поедем на катере. Тем более, зачем переплачивать? Мы поедем за $100 на пиратский корабль, $100 на всех. $100 за всех. За всех с обедом, 6 часов. Они заработали по $4. Короче, и мы решили поехать туда. Это был провал. Вот это поворот! Короче, там просто было очень скучно, корабль был не такой красивый, там не было никакой программы, и дети все время сидели в телефоне. Это было часов 6. Это было очень долго. Море красивое. Просто корабль большой, он не заплывает ни в какие бухты, то есть особо мы ничего не сильно увидели. Да. Вова потом там еще кольцо обручальное в водичке потерял, короче, мы не сильно удачно сели. Да. Я Ты не не знал. говорил? А я еще в тот день смотрела, такое толстое кольцо, думаю, может, не надо это рассказывать, может, это Вова Обручальное написано. кольцо потерял в воде? Слушай, ну если Вова тебе не сказал, может, не надо об этом рассказывать. Ладно. Жесть. Так, конкурс. Кто найдет кольцо, тот его и заберет. Я просто смотрела, у Вовы такое толстое Я помню, он кольцо. соску потерял, и пытались ее Соску, достать. да, но кольцо, когда плавали, он просто махнул рукой, и оно махнулось. Поэтому я свое кольцо ношу на большом пальце, потому что я как... Не надо этих людей научить, это неправильно. Я думаю, тебе надо переодеть его просто потом. Кольцо 6 потерял. Мы однозначно предпочитаем поездки с детьми, потому что каждая поездка – это уникальные приключения. Да, конечно, приходится отдельно готовиться, все тщательно продумывать и заботиться о том, чтобы все участники поездки, в том числе и маленькие дети, получили максимум удовольствия. Но мы потом спустя много лет вспоминаем эти поездки, и это действительно яркое время.
Мороженка? Я спасибо не хочу. Что мы заметили? Для нас лучше всего строить отношения с детьми, да и в принципе друг с другом в поездках. Тебя не отвлекают какие-то бытовые вопросы, суета, школа, работа. Ты полностью сосредоточен на времяпровождении друг с другом, со своей семьей. И каждая поездка для нас очередной виток наших отношений, и наша семья становится все сильнее и крепче. Мы были в Анталии несколько раз, взяли машину, конечно, долго мы искали машину, автомат. Так, все-таки решили брать машину здесь, возле отеля, чтобы никуда далеко не идти. $160 на 2 суток. Красненькую. Возьмем 2 автокресла. Оля уже взрослая, она может сидеть сама. A few moments later. Оказывается, та Peugeot стоит $200 в сутки, а не 80. Уля, красотка. Да, мы прошли, наверное, 6 или 7 точек, пока нашли единственную машину на автомате. И то мы ее взяли только на сутки, потом надо было отдать, поменять на другую. И на самом деле мы просто хотели сэкономить. В гостинице можно было взять гостиницу машину. можно было в 3 раза дороже. Да. Да. И на следующий день мы сделали В итоге это. мы, да, это и сделали. Едем в Анталию. В общем, вся эта история с арендой автомобиля научила нас, что не нужно экономить деньги, а нужно экономить время и нервы. Как-то так. Оля, стой! Выбирали где-то час, чтобы вы понимали. 3 девочки в большом игрушечном магазине, это вам не шуточки, конечно. Час-два закладывайте на то, чтобы посмотреть все игрушки. Выбрать штук по 5 на каждого. Папа, смотри, что Соня захотела. И потом уговорить все-таки одну оставить. И второй день мы со всеми ребятами поехали, уже погуляли чуть-чуть. Скажи, куда идем? А Канария. Мы, в принципе, много раз были в разных океанариумах, но нашим детям всегда там интересно. Там есть на что посмотреть, очень классно можно провести время всей семьей и взрослыми детям. В общем, океанариум в Анталии очень клевый. Там есть около 40 тематических аквариумов. Ну и, в принципе, туннель там самый длинный в мире, он больше 130 метров. Это, конечно, очень клево. На Тенерифе мы были, там было очень ярко. Жалко, что мы тогда не были влогерами. Но там была очень прикольная зимняя комната. Мне кажется, это покруче даже было, чем океанариум. На улице 25-30, а ты заходишь в зимнюю комнату, там где-то +2, дают курточку, штаны, Но единственное, шорты. что мы не знали, надо обувь какую-то закрытую. Там были в босоножках и в бахилах. Да, а взрослым реально штанов не холодно. давали, только курточки. Было Да, холодно. прохладненько. И реально там горки, санки, всякие штуки. Лед. И Ульяна первый раз видела снег. Оль, ну что, тебе здесь нравится? Я с этой. Холодно? Не, нормально. Так, а можно к вам на чай? Сюда. Тепленько. Заходите, конечно.
моя фишка, я люблю находить идеальное место. Или для пикника, или для ресторана. Поэтому я не успокоюсь. Я не знаю, это... Обычно мы же очень сильно голодные, но пока нет идеального А Руслан места, где-то ходит мы и есть ищет не место. будем. Руслан! Да, но место было очень шикарное. Оно было как раз в бухте. И, кстати, там по истории очень прикольно. Там большая стена. Они защищались когда-то от пиратских кораблей. И очень прикольная такая оборонительная система у них. И ресторан находится в стене этой Ты оборонительной. прям в крепости и Да, туалет. и реально ты можешь Ты поднять... снял видео туалета? Туалета нет. Блин. Надо было? Всё. Там Блин, реально надо ты поехать идешь в Анталию. по крепости, ты в туалет идешь по крепости. Да, такие типа прям вот отверстия для винтовок. И ты поднимаешься, наверху есть смотровая площадка, мостик такой. Короче, место очень шикарное. Ну и вкусная очень Да, очень. еда, да. Ты молодец. Я молодец. Все, уезжаем. Пока. На самолете боишься летать? А зачем бояться? Можешь пару советов дать детям, которые боятся или первый раз летают? Чем-то отвлекаюсь. Можно взять игрушки с собой. Можно в окно посмотреть, покушать можно. Я хочу жить в самолете. В общем, нам нужно кое в чем вам признаться. В общем, мы, куда бы мы ни ездили, мы все время с собой берем настолки! Yeah! В общем, это реально очень крутой способ провести время с друзьями, с семьей, с детьми. Там аквариум в кабинете. Гения! Блин, догадывание. В один даже вечер чуть ли не подрались с пацанами, потому что настолько была битва жесткая. Если вы еще не с нами, следующий выпуск для вас. Короче, ребят, если вы еще не с нами, следующий выпуск. Високо посіки пука, усі покали куші.